шишку. Так, ребенка прогнали из грязи, чтобы не позорил деревню своим асоциальным поведением. Они вот в этих домиках живут из досок сколоченных. Попросту сюда люди выходят посрать, да. Такая вот дорога. Сюда в эти канавы выходит канализация из этих домиков. Бывали мы на пляжах и получше. Мы приземлились в Гане. Столица Гана у нас Акра. И здесь у нас будет пересадочка перед полетом в Амстердам. Я в Гане уже был. Про Гану я помню только одно, что в этой стране делают невероятной красоты гробы. Чуваки решили, что у них никаких достопримечательностей и особенностей по сравнению с соседними странами нет, поэтому они решили делать гробы в виде чего угодно. Это такие дела. Прошли контроль. Для начала нужно получить визу. Чтобы визу получить, это целый процесс, потому что она была распечатана, прислали ее, скан визы тебе прислали, кто распечатан на бумажке, он был кривой, и визовый офицер не мог его прочитать, ему пришлось куда-то звонить, и человек, кто делал визу, опять им что-то присылал, потом им что-то вклеивает, в общем, полнейший бардак. При этом сам чувак сидит, жрет попкорн, у него так расстегнут ремень, и везде какой-то срач, вот это вот африканское распиздство. Честно, ехали после ужина домой спать. И Юрий увидел девушку, думал, она потерялась, ее нужно подвезти. И он, как добрый человек, затеял с ней разговор. Ну, девушка оказалась, как обычно, с пониженной социальной ответственностью, которая стояла на улице. Никто не ожидал этого. Она предложила за свои услуги чуть меньше $100, и надо было оплатить где-то долларов 25, что ли, за номер в гостинице. Весь мир у меня рушится. Вот так попробуешь подвести девочку в... Ну, что, темень, нам сказали, что здесь, в Гане, выходить ночью на улицу категорически запрещено. Мы поэтому из машины не выходим. И вот видим там, ну, наверное, надо... И ездим, и думаем, кого подвести. Мы с вами находимся в Акре, это столица Ганы. Акра довольно большой город, 2,5 миллиона человек живет в самом городе, а учитывая пригороды, получается почти 4 миллиона. В пробке кипит торговля, вот все что-то несут, какие-то полотенца, ручки, воду, орешки. В общем, пробка отличное место, чтобы продать барахло. Да, что там? Первыми сюда в 15 веке, в конце 15 века высадились португальцы. Что интересно, страна называлась Золотой берег. Кстати, вот какое было красивое название. Ну, собственно, Золотой берег не просто так, потому что здесь большие месторождения золота, которые отсюда вместе с рабами португальцы и вывозили. Долго-долго потом все колонизировали. Были датчане, были другие ребята. И закончилось все тем, что в 19 веке пришли англичане. И англичане отсюда всех вытеснили. Что нельзя делать? Снимать нельзя, это аллея... Снимать нельзя. Это секретная аллея, где все министерства. И в 40-х годах потихонечку народ начал борьбу за независимость. И независимость они получили только в 1957 году. Потеряли красивое название, приобрели независимость. А дальше типичная для многих африканских стран история. Военные перевороты. Одна хунта сменяла другую. Кто-то кого-то расстреливал. В общем, ничего особо интересного нет, но сейчас вот более-менее цивилизованно. Ну, не убрано. Ну, срач. Ну и что? А где нет срач? Конечно, есть получше, чем в Мали и
Дорогие друзья, мы с вами на берегу океана, в Гане, в Акре. Здесь вот какие-то тонны пластикового мусора, весь берег завален. Народ жжет там покрышки, из-за чего черный дым стоит над берегом. Здесь какая-то черная река выходит в океан. Вот так вот выглядит райский берег. Приезжайте на курорты Ганы. При этом, я так понимаю, это просто океан во время шторма выносит. Я не знаю, что это такое. Здесь его жгут. Они мусор сжигают прямо на берегу океана. Все в дыму, смог, а это черная зловонная река. А там все мусором завалено. Какая вообще ад. А здесь еще кто-то живет. Здесь просто лодки рыбаков. Абсолютно черная вода. Вот то, что вы видите, это просто мусор. Это все мусор. Вот это все мусор, все это гниет. Похоже, сюда они вываливают канализацию, вываливают отходы. Вода как нефть, чернючая. Кошмар. Ну и запах канализации. И это все прямо в океан. Бывали мы на пляжах и получше. Здесь вот делают новые лодки. Лодки у рыбаков вот так вот выглядят. Все очень примитивно. Ну и вот весь мусор, который океан выносит. Он не просто так его выносит. Просто сначала весь этот мусор в океан попадает по рекам и каналам, в которые народ скидывает все свои отходы. А здесь бармены в хороших костюмах могли подавать коктейли отдыхающим на лежаках людям. Но в Гане здесь, во-первых, устроили мусорный полигон. Тут мусор, который выбрасывает океан, его сортируют. А во-вторых, разместили скот. Догадайтесь, куда сливается говно. Чувак, который с нами здесь местный, он говорит, эта часть пляжа закрыта, потому что люди ходят здесь в туалет. И вы их можете смущать с камерами. Попросту сюда люди выходят посрать, да. В общем, мусор, скот и... Ну и туалет, простите. В общем, все, что вы видите, это говно, ребята. Это натуральное говно. И вот мы дошли до места, где они еще покрышки жгут. Просто пи***ц. То есть тут все засрано говном, тут скот. И все это сливается. Мусорный полигон и еще покрышки. Поэтому, если вы вдруг надумаете приехать в Гану на курорт, помните о том, как здесь выглядят пляжи. Здесь у нас деревня рыбаков. Тут танцы. Это бывшая тюрьма, которую построили британцы, но она уже не работает. Недавно ее закрыли. И рынок рабов здесь же был. Женщины обижаются, когда их фотографируют, но ничего не понятно. Зато детишки играют в грязи. Да, вообще есть какая-то жопа полная. Так, ребенка прогнали из грязи, чтобы не позорил деревню своим асоциальным поведением. А здесь вот ребенок занимается тем, что сжигает мусор. Вообще, это такие большие грили, где они коптят рыбу. Ага, вот. Так, женщина не хочет, чтобы... Да, все, мы договорились. Да, и вся эта деревня на каком-то бетонном поле. То есть, если бы какой-то порт раньше был или еще чего-то.
Все довольно мрачно выглядит. А вот есть эти домики рыбаков, я так понимаю. Они вот в этих домиках живут, из досок сколочены. Блин. Это рыбацкие лодки. Да, жопа полная, конечно. Как здесь народ живет, не могу себе даже представить. И это Гана, это не столица Ганы, не самая бедная страна. Такая вот тут вот рыба, непонятная, с таким вот языком. Вот октопус. Это вот гигантский кальмар, а это осьминог, а это опять кальмар. Здесь всякие таксисты. И отсюда рыбу, все остальное уже вывозят потом в город. Это была, друзья, деревня рыбаков. Так как готовят они на каком-то говне, я теперь чувствую, еще неделю буду пахнуть вот этими покрышками, пластиком, бутылками, маслом, горелой рыбой. И мы встанем в центре. Это центр столицы и такой вот район, который называется Рыбацкая деревня. Здесь куча рыбаков, которые, собственно, рыбку добывают, и отсюда она уже по городу расходится. Вот. Но как здесь можно жить в этом запахе, потому что они постоянно готовят на пластике. Это вообще жопа полная. И вот мы наконец-таки нашли гробы необычные. Например, вот гробик гитара. Это гроб Красный Перец. Это гроб Собор. Грузовик. Пушка, овечка. Ну маленькая, а куда все поместится? Кто вот... Это если ноги поджать. Гробик бутылка. Гробик рыбка. Гробик огурец. Вот еще рыбка, рыбка уже раскрашенная. Грузовичок, это, видимо, детский. И птичка такая вот. Тут еще крылья раскрываются. О, как раскрывается. Вот так вот, такие вот гробы интересные в Гане у нас. И мы сейчас вот около аэропорта. Здесь совершенно другая картина. Опять хорошие отели, какие-то нормальные офисные здания. Вот это Марриотт отель мы проезжаем. Здесь какие-то административные здания, офисы. А вон реклама чемпионата по футболу нашего. Продавцы туалетной бумаги, если кому-то вдруг нужно срочно. В пробочке-то какие-то карточки. Так, женщины подтягиваются с кокосами, лаймами, еще барахлом. Сейчас будут ругаться, что я их фотографирую. Во. И мы выезжаем на местный МКАД практически. Идет дождик, вот там видно, какие-то современные дома стоят, красивые, высокие. Здесь вон с этой стороны тоже стройка идет, повсюду краны, что-то строится. То есть какая-то относительная цивилизация в Гане есть. На этих прекрасных зданиях, друзья, был такой вот руфтоп-бар. Вот так вот он выглядит. Здесь никого нету, кроме алкоголя, каких-то закусок и нас. Вот, сейчас быстренько пообедаем, но отсюда открывается прекрасный вид на развязку. Посмотрите, какая шикарная развязка. И здесь есть торговый центр. Шикарная развязка. Тут уже начинается лес и какие-то непонятные дома. А вот с той стороны у нас аэропорт. Самая большая мечеть в стране. Мы пришли в трущобы, и сейчас посмотрим, как живет простой люд в Гане. Ну, с дорогами здесь плохо. Немножечко настранно. С благоустройством здесь есть проблемы. Конечно, хорошо бы здесь запустить какую-то программу, чтобы тротуары сделали, положили бы плиткой, но ничего не происходит. Здрасте, здрасте. Это канализация. Это канализация. Она выглядит вот так вот. Коровы живут лучше, чем некоторые люди. А это дорога или что такое у них? Бетонная, красивая. Эту плиту забыли положить. И здесь детишки играют. Во всей этой истории мне не нравится, что они мусор жгут постоянно. Из-за этого жуткая вонь, все тлеет. Они просто его поджигают, пытаются как-то от него избавиться. Зато здесь продают вот сумки. Неожиданно магазин сумки. Можно Гуччи купить.
Все, что хочешь. Такая вот дорога. Сюда в эти канавы выходит канализация из этих домиков. Все открыто. Но вот здесь хорошо видно, как это устроено. То есть жалкие лачуги. Ну, кстати, кто-то кондиционер даже вешает на свои домики. И здесь канализация. Конечно, удивительно. Здесь некоторые дома обрушились, потому что после того, как здесь сделали эту из бетонных плит дорогу, начало подмывать почву, и часть домов разрушилась. Но люди все равно продолжают жить. Значит, здесь моста не было никакого, по которому мы идем. Мост построили не так давно. Построили его мусульмане, вот те, кто здесь эту синагогу, те, кто эту мечеть забубенил, и при участии правительства. И теперь как бы они пытаются внести сюда некое, упорядочивание. Для этого пришлось тут посносить кучу домов. Это, значит, задние части домов, фасады как бы с той стороны. Да. И на этой стороне тоже. Но, по крайней мере, здесь, на таком променаде, как бы, более или менее так... Порядок. Ну, относительно. По крайней мере, с променада легко стряхивать говно. Да, чем они и занимаются. А вот это вот вся канализация у них. Канализация, да. Видишь ее как бы. Канализация и мусор все выбрасывают сюда. Правильно, удобно. Там, я понял, это они такой сделали коллекторы сверху бетонными плитами. Положили, не глин. Представляешь, козы срут прямо здесь. Козы срут прямо, а где им козам срать? Ну и вот так вот они с мусором периодически борются, просто его поджигают и все. То есть, когда они мусором засрали все канавы, они потом просто берут его и поджигают. От этого вонь страшно, вот везде дым, видите, повсюду дым. Обратите внимание, друзья, как козы прячутся от дождя. На отвесной стене они нашли себе выемку под крышей, чтобы не мокнуть. А дети от дождя не прячутся. Дети, им дождь не страшен. Ну не только дети. Мы тоже не прячемся. Так вот выглядят трущобы. Вырастем получше. Все, одна коза упала. Вот так вот от дождя скрываются. Здрасте. Ну, было ж хорошо, ну что? Во, да, вот, класс. Вот так вот местные женщины, местные красавицы скрываются от дождя. Полезный лайфхак, друзья. Гуляйте по трущобам во время дождя, когда все гопари скрылись под навесами и ничто не будет угрожать вашей безопасности. У нас чистые ноги. То есть еще несколько лет назад мы бы здесь шли по уши в говне, потому что здесь... Вот все дорожки, они вот выглядят примерно вот так вот, как за моей спиной. Видите, там такие узенькие, все течет, и канализация, говно. А теперь здесь променад классный, который построили, широкое шоссе, проспект. Вот, шедевр благоустройства. И теперь люди даже в дождь спокойно гуляют с чистыми ногами. Мы отъехали буквально 500 метров, и... Здесь уже виллы. Вот тут был дом, где живет вице-президент Ганы. И здесь за высокими заборами уже идут нормальные дома. Их не видно из-за заборов. Но такой вот контраст. Прямо как в Анголе. Там тоже срачи трущобы, а через дорогу дорогие виллы и яхт-клуб. В общем, здесь живут люди, которые получают доходы от продажи золота в Гане. Да, это российское посольство. И около, да, и здесь такой вот информационный стенд. Здесь у нас красота. Хрущев. Вот у нас Путин. Гана, Россия, 60. Смотрите, еще и Хрущев. А для тех, кто не знает, после обретения независимости Гана взяла курс на дружбу с Советским Союзом и строила светлое социалистическое государство, но что-то пошло не так из-за коррупции и всего остального, все развалилось. Здесь показываются красоты России. Ну и самое главное, как понять, что мы около территории России? Листочек, файлики на скотче на двери.
Без этого листочка не обходится вообще ничего, ни один объект государственный, поэтому посольство соответствует. Значит, у всех машин на бампере наклеена светоотражающая полосочка. Вот смотрите, рефлектор здесь. То есть это полиция требует уродовать машины. Если нету, платишь штраф. Охуеть. Поскольку уличное освещение есть не везде, нужно клеить эту говнину, чтобы тебя было видно. Закончилось наше путешествие по Африке. Мы посмотрели Мали, Анголу, Сан-Томе и Принципе, Гану. И даже были в Марокко. Вот. Если пропустили какие-то видео, смотрите в описании ссылочки на остальные ролики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забывайте нажимать на колокольчик и пишите что-нибудь в комментариях обязательно. Мы все комментарии внимательно изучаем. А на самое интересное даже отвечаем. Все, всем пока.